Масса каждого груза на рисунке равна 1 кг. Считаем, что трения в системе нет. Найдите ускорение, с которым движется груз. Запишем: масса каждого груза равна 1 кг. 1 и 2 будет по 1 кг. Это груз М1. Здесь нить перекинута через блок. И здесь груз М2. Угол равен 45 градусов. Посмотрим, какие силы действуют на эти грузы. Во-первых, каждый из них имеет вес. Этот вес обозначен как P2, а этот вес вертикально вниз обозначен как P1. Против веса P2 действует, понятно, сила натяжения нити. Обозначим ее значением T. Эта сила натяжения нити, она одинакова по всей длине, и здесь то же самое будет сила натяжения нити T. И рассмотрим первый груз и его вес. Вес его можно разложить на две составляющие. Одна составляющая будет перпендикулярна плоскости, а вторая составляющая будет параллельна плоскости. На этих составляющих построен прямоугольник, и этот угол альфа, естественно, этот угол альфа будет равен этому углу 45 градусов. Чтобы убедиться в этом, посмотрите, пожалуйста, файл 003-020. Там доказано о том, что при положении тела на наклонной плоскости его вес можно разложить по составляющим. Одна перпендикулярна плоскости, другая параллельно. Одна работает на давление на плоскость, вторая на скачивание этого тела вниз. И если та сила, которая давит на плоскость, обозначим ее N, она компенсируется реакцией плоскости всегда, R, потому что тело не движется, не продавливает эту плоскость. А вот эта сила, которая будет параллельно плоскости, она стремится тело опустить вниз. Против этой силы, естественно, действует сила натяжения нити, которая либо удерживает ее, если они равны, либо является противодействием, если эта сила больше, либо сила натяжения нити тянет этот груз вверх, потому что она может быть больше, чем сила скачивания. Поэтому разница этих сил создает ускорение для этого тела. Разница здесь, этих сил P2 минус T, создает ускорение для массы M2. Мы можем первое записать P1 равно M1 на G и P2 равно M2 умножить на G. Запишем уравнение, которое мы видим с этой стороны для второго тела. На второе тело действует вес и противодействует сила натяжения нити. Можем написать так, что P2 минус сила натяжения нити будет равно чему? Будет равно M2, что множится на А. Разница этих двух сил дает силу, которая, согласно второго закона Ньютона, создаст ускорение для массы M2. Теперь, что касается первого тела. Первое тело, сила натяжения нити тянет его вверх, либо вниз, но разница этих двух сил создаст ускорение. Напишем, что T минус F. Напишем отсюда, будет равно M1 умножить на А. Чему равно F здесь? Здесь F будет равно из этого треугольника. Это катет, который лежит против этого угла. Отношение катета, противолежащего на гипотенузе, будет равно синусу угла. Поэтому F будет равно P1 умножить на синус альфа. P1 умножить на синус альфа. N можем записать, что N будет равно P, потому что это прилежащий катет к углу, умножить на косинус альфа. Пока нас эта сила не интересует, нас больше интересует сила F, которая скачивает тело, потому что сказано, что здесь трения нет. Итак, у нас есть два уравнения. Перепишем эти уравнения, подставим значение. P2 M2G минус T равно M2 умножить на А. Второе уравнение. T отнять F1. F будет P1 на синус альфа. P1 это M1 на G. Значит, M1 умножить на G и умножить на синус альфа и равно M1, что множится на А. Это уравнение мы переписали, просто подставили сюда те данные, которые сейчас получили. Нам нужно узнать, чему равно А, поэтому надо, чтобы А осталось, а Т ушло. Можно его стандартно решать. Сначала отсюда Т определить, а потом вместо Т подставить сюда эти значения. Но можно сделать по-другому, проще. Один из методов, если есть два уравнения, а вы знаете о том, что к уравнениям можно к левой и правой части добавить одно и то же самое значение. Уравнение не поменяется. Если это уравнение второе, так это же вот эти значения должны быть равны. Если мы это добавим к этому, получается, все уравнение не поменяется. Берем левую часть первого уравнения, m2 минус t, и добавляем левую часть второго уравнения. Тут будет t с плюсом плюс t минус m1g на синус альфа. Это мы добавили левую часть. А теперь правую добавим m2a и плюс m1a. Смотрите, t m1g. t он сократился. Здесь можно вынести а за скобки. Итак, получаем g умножить на m2 минус g, что множится на m1 синус альфа, и равно а, скобку выносим m2 плюс m1. А теперь вернемся к тому, что у нас все массы одинаковые, поэтому я специально здесь указал m2, m1, чтобы было видно, к чему относятся эти ускорения, что это относится к одному телу, это относится к второму. Реально, чтобы видно было, каким образом взаимодействуют эти силы. А в конце мы не упускаем возможности о том, что у нас все эти массы одинаковые. Можно записать gm
минус g, что множится на m на синус альфа, равно a, что множится на сколько? На 2m. Вынесем gm за скобки. Не подставляем эти значения, потому что нужно свести к минимуму возможности подставлять какие-то значения. Что можно, то можно сократить. Итак, gm мы носим за скобки. Тут получается единичка минус синус альфа. И равна чему? Равно 2m, что множится на a. Теперь смотрите, m наш сократилось. Отсюда a чему равно? Вот это разделить на двойку. G единичка минус синус альфа разделить на 2. Можно подставить эти значения. Синус альфа, синус 45 градусов. Так и напишем здесь. Синус 45 градусов, это табличное значение, равно где-то 0,71. Там дальше можно взять, но взяли ограниченное количество цифр. Итак, 1/2, 9,8 метров за секунду в квадрате. А тут просто числа. Единичка минус 0,71. И будет равно 1,46 метра за секунду в квадрате. Как видите, при одинаковых значениях масс, при расчете ускорения, эти массы вышли из формулы, потому что они сократились. Может быть, сказать о том, что это избыточные условия, которые сюда дано. Но при этом подходе, который мы решили, видите, аккуратненько все это дело у нас сократилось, где могло, получили вот такое значение.